Вот торговая улица такая. Тут магазины все. Типа торговый центр, но не вверх, а вперед. Ну вот примерно, посмотрите, платьишки по 600 лир, штанишки по 250. Такие лавки, рынок, можно сказать. Футболки по 199. Поло по 300. Собственно, мы на современном турецком базаре. Только вместо лавок деревянных здесь бутики вот эти вот. Ну, вглубь идущие. Просто рыночные павильоны, скажем так, назовем. Они там вот по той улице, главной рыночной. Мы не по главной рыночной еще идем. То есть мы до нее еще не идем, да? Да. Это мы банкомат обсуждаем, где банкомат нужен. Кредит, картасы. Вкур, техника. Индаримы в аптеке. Мечеть в центре города. Здесь же семитики, пожалуйста, свежие. Что, вам к салу уже не надо семит? Ну надо, еще будут, может быть. Ну да, там. Такое ощущение, что весь город здесь. А сегодня же будни. Да. А у них нет работы, наверное, здесь. Красиво даже. Вся работа – это торговля в Турции, насколько я понимаю. Ну и еще сельхоз всякие, да? Работы. Золотых магазинов очень много. Золота полно. Посмотрите, что это такое вообще. Да. Почему? Это только на одной улице. Так это, наверное, сирийское. Золото сирийское? Да. Да нет, турецкое. Почему турецкое? Ну тут Сирия рядом. Это как на Дубай золотой рынок. Там идешь, там вот все вот в этом. Вот и ничего другого, кроме золота. Это лавочка, где снимали фильм. Но тут кафе. Сейчас тут кафе. Но снимали фильм. Здесь она роняла. В общем, здесь познакомились Ферит Сейран. Вы что, вообще не возьмете ни кусочка? Домой. Настоящая, антеповская. Вот я попробовала. Скажи, я ела антеповскую. Придется на день меня срочить диету. Очень большой рынок специй. Весь центр – это большой-большой рынок. С пряностями, с коврами, с медом, с сухофруктами. Вау! А орехов сколько здесь, фисташек. Надо взять будет мне тоже орешков обязательно. Это известный базар медников. Здесь очень много металлических, медных, всяких красивых штучек для посуды. Сейчас я вам это покажу. Очень много здесь улочек, ответвлений всяких. Но мы идем. Но что-то я бы не сказала, что здесь только медь. Посмотрите, какие черевички. Прям носит все лето, не с наших, она когда в Византии была всегда.
смысле, а куда носят? Прям в городе. Прям Ходят в этих тапках? городами с чем я 1000 сказала? лир всего. Уже. Да. Она покупала за 700, мне кажется. Но это было несколько лет Это не назад. просто базар меди, а целый комплекс ремесленных улиц, где работают не только медники, но и кожевники, совхозники, мастера по дереву. Смотрите, произведение искусства. Само ремесло медника в Газиантепе существует более 400-500 лет, то есть дольше, чем большинство зданий базара. Какие кружечки. Многие изделия до сих пор делают полностью вручную, включая чеканку и лужение. Это не декоративные техники, а реально рабочие процессы. Здесь украшения медные, смотрите, какие. Какие красивые колечки. Я не выдержала, купила себе колечко. Спрашивается, зачем оно мне надо? Медная посуда отсюда активно используется в гастрономии. Повара выбирают ее из-за равномерного распределения тепла. Ступочки молоть. И они тяжелые. Ого, тяжелые. Купры. Подносики есть, но они, наверное, дорогие. Какие миниатюрные лампы Аладдина. Маленькие соусники. Прикольные. Красота. Несмотря на туристичность, местные жители до сих пор приходят сюда не только за покупками, но и пообщаться. Это такой социальный центр. Многие лавки здесь семейные. Ремесло передается по наследству от отца к сыну десятилетиями. А отличить ручную работу легко по неровности рисунка. Ой, а там нарды. Смотрите, нарды вырезаны. Выкованные вручную, видимо. Внутри должен быть матовый серебристый слой олова. Он может быть даже слегка неровным. Если внутри просто золотисто-красное, это не обработано, и для еды будет хуже. Звук тук-тук молотков не туристический аттракцион, а реальный рабочий процесс. Мастера часто работают прямо в витрине, чтобы показать качество ручной работы. И мы это видели. Этот базар входит в культурный маршрут города и даже получил награду за сохранение исторической среды. Но здесь и правда все как будто вот ты в старину попал неожиданно. Тут прям делают, смотри, мастер сидит и делает. Мераба. Вручную выбивают. Тут вот они делают, смотри, мастер. Оставил молоточек. Пошел отдыхать. Вот здесь вот они делают, вот такие выбивают. Тарелки. Я себе, наверное, покупаю тарелки. И даже уже, казалось бы, мы вышли из рынка. Нет, все равно попадаются. Ну, турки, видите, они все внутри белые. Смотрите, какая улица. Прям вверх туда идет, на гору. Как в Стамбуле, на горе стоит здесь центр. Видимо, да. Очень красиво. Мы по вечернему променаду идем. Здесь. Вот еще фисташки. По городу можно бесконечно долго бродить и видеть интересные места. Но у нас было ограниченное время, мы спешили выехать засветло, ехать далеко, поэтому поспешили в Освояси. Это вот обрушилось здесь, да? Ой. Ну как откроют, мы сюда приедем.
Крепость стоит в самом центре города, на холме, и видна почти отовсюду. Это главный ориентир Газиантепа. Ее основа появилась еще в III веке нашей эры. У крепости 12 башен. Она символизирует месяцы года. Ну, по крайней мере, так считают местные. После землетрясения 23 года крепость сильно пострадала. Часть стен обрушилась, сейчас ее постепенно восстанавливают. Великолепный город с прекрасной историей. Самая вкусная баклава, которую я только пробовала. Запомните эту фирму. Будете в Газиантепе, магазин в центре, зайдите, обязательно, не пожалеете. Самое вкусное, что я ела. Здесь вот такие приветственные фразочки, знаки качества. Она правда очень вкусная. Это я 2 уже съела, сейчас кофе сижу пью. Посмотрите. Произведение искусства. Орешики. Она вообще не приторная, не сладкая, как вот ешь, когда искусственная. Сиропчик такой. Смотрите, тесто листик к листику. Воздушное, да? Орешки какие. Это очень вкусно. Не пересушенная, она такая. Очень-очень вкусно, еще раз повторяю. Не проходите мимо этого магазина.